Друзья, смотрите, вот это вот у нас проектор. Это у нас Flexton D9V, ну он есть D9V, D9V Ultra, они немножко D9W, вернее будет правильнее сказать, немножко разнятся в памяти, хотя память здесь вообще вещь такое ненужная абсолютно. Но это проектор, который имеет яркость 3000 ансилюмен, ну либо оптических, вот знаете, многие подают оптические леды, оптики они заявляют под 40 тысяч люмен, но опять же суть не в том. Это проектор с одной из самых лучших, опять же, картинок, у меня как сейчас не проектор, так вообще какая-то прелесть, потому что я перестал брать какие-то проекторы за 100 баксов и начал брать проекторы около $300. Вот здесь вот уже немножечко другое качество. Это LCD LED-проектор, понятное дело, что это там не DLP, это не лазерник, но это один из самых интересных проекторов 1 LCD, который я видел. Вот очень неплохо. По яркости так вообще шикарен, по картинке так тоже. И что самое интересное, мы этот проектор снимали в освещенной студии. Вот так вот, вы дальше это увидите. При том, что он выдает очень неплохую картинку, я вам скажу так. Весь маркетинг, который они рассказывают, вот здесь, знаете, у нас там много там на картинке показано на коробке, они тут там показывали 4К в маркетинге, видите, здесь там 4К, да, там, ай-яй-яй, нет, ребят, здесь 4К только лишь декодинг на внутреннем плеере, с внешнего, скажем так, устройства он берет, ну, например, с ТВ-бокса, он берет Full HD, заявленный HDR10, который он просто декодирует, они как-то используют HDR, но при этом он это делает просто обалденно. Ошеломительные цвета, ошеломительная яркость, контраст 25 тысяч к 1, при этом не такой шумный, как я думал. Что есть на самом проекторе? На самом проекторе все очень просто. Линза, фокусная вот эта вот камера, которая поддерживает автофокус, автокейстоун, обход препятствий, различные фишки. Сзади у нас из интерфейсиков, смотрите, две USB-шечки, HDMI-чик, LAN RJ45, разъем питания и 3.5 выход под наушники, ну или под колоночки. Снизу есть винт крепления. Видите, под винт крепления, ну, допустим, на стойку, либо подвесить. И есть у нас поворотный, вернее, винт наклона, да, там, который регулировки наклона. Тоже классная тема. В том плане, ну, она абсолютно стандартная. Он из хорошего достаточно таки пластика. И тут у меня вопросов нет. По комплектности самый обыкновенный пульт. Самый обыкновенный пульт, даже рассматривать нечего. Вот, пожалуйста, покажи им, пожалуйста. Вот такой вот самый обыкновенный пульт. И есть вот такой вот HDMI и кабель питания. Есть еще тряпочка для протирки линзы. Больше ничего нет. Что могу сказать? С чем мы его использовали? На внутреннем плеере было разочарование из-за слабого процессора, хотя память и формулы они начали пихать сюда неплохие, слабый процессор сыграл злую шутку. При том, что классный звук, знаете, действительно, 3 динамика по 10 Вт, есть басовая мембрана, отрабатывает отлично. Ну, так испоганить этим 1 ГГц процессором, который меня настроил, честно говоря, очень сильно. Есть небольшой оверскан в 2 пикселя на внутреннем плеере. На внешнем можно добиться 1 пикселя. Он хорошо калибруется только на внешнее устройство. Использовали мы под него вот такие вот ТВ-боксы на Realtek процессорах. Для себя мы их начали использовать после того, как поняли, что технология VS10, которая есть в Realtek, в частности, это Rocktech GX1, это Rocktech GB1, это ZIDU, VS10 делает из SDR картинки вот таких проекторов Full HD-шных нечто невероятное. И, знаете, вот мы просто были удивлены. Мы даже выпустили топ лучших ТВ-боксов для проекторов специально для тех, кто жаждет видеть там лучшую картинку. Мы все это для вас уже сделали. Ребят, ссылки на GX1 и на Rocktech мы закинем в описании под видео. Это топ-1 для проекторов на текущий момент. Они полностью сертифицированы с Netflix, со всеми стриминговыми сервисами совместимы. И хороший Wi-Fi есть. Короче, рекомендуем. Но сегодня мы не об этом. Сегодня мы о проекторе. Распаковки как таковой не будет, как вы понимаете, распаковывать нечего. Но есть еще одна особенность. Яркости этого проектора хватает, чтобы сделать его до 300 дюймов. Это не короткофокусный проектор. Вот, пожалуйста, у нас здесь даже написано от 55 до 300, но могу сказать, что от 60. От 60 минимальное фокусное расстояние 2,5 метра. Скажу так, автокейстоун, автофокус тоже есть, а все остальное вы сейчас увидите уже в самом обзоре. Переходим, посмотрим, сколько стоит, потом на тесты и потом на выводы. Flexton D9W на Алиэкспрессике мы брали, и теперь смотрите, в чем фишка. Стоит он $268, но актуальную цену, конечно же, в описании под видео мы ссылку на проверенного продавца разместили. Пожалуйста, если есть промокоды, мы обязательно промокоды кладем. Но
Смотрите, но здесь у нас версия D9V распродана, на цену не смотрите на D9V, у нас сейчас ультра идет, ультра у нас заявляются 3 на 128, но я вам скажу так, у меня был вот тот, который у меня в этом, я посмотрел, там стояло 2 на 32, не знаю, о чем они, о какой памяти, тут насчет памяти у меня есть небольшие сомнения, насчет яркости, кстати, нет. По отзывам, сразу скажу, отзывы там восторженные, а те, которые выпали в какие-то плохие, там это у кого-то не прошло оплатить и тому подобное, но отзывы конкретно. Шикарный проектор, реально очень яркий и можно смотреть в дневное время. То же самое. Все остальные пишут супер, проектор очень яркий, хороший проектор работает просто при освещении. Все прикладывают картинки, вы посмотрите, то есть у всех практически мы имеем одно и то же, проектор шикарный в плане своей яркости. Это вот мы будем подтверждать. Все минусы мы вам говорим однозначно в процессе просмотра тоже. И тут вот знаете, почему топ-10 причин они приводят. 3000 ANSI люмен в максимальной яркости там будет, я вам покажу, можно регулировать. Стандартная 2400 и низкая 2000 люмен. ANSI люмен имеется в виду. Он Full HD чистый, у него 6D Keystone, то есть можно корректировать не только по точкам, а еще и по диагоналям. Ну, как они заявляют, 40 тысяч оптических люмен, но вот у меня постоянные споры в комментах. Они не понимают, что такое оптические, что такое LED-люмены и что такое ANSI-люмены. При этом есть таблицы конвертации и есть специальные формулы. Они ANSI приняли как стандарт. Никто не принимал как стандарт ANSI. Каждый меряет по-своему. Нет определенного. ANSI.org никто не создал, никто не подписал межведомственный стандарт ANSI. То, что они пишут 4К, поддерживается, 4К на внутреннем плеере, и там вот есть у нас один момент. 1080p, давайте так, нативность 1080p. HDR10, это он просто его декодирует. Есть у нас Keystone автофокус, который абсолютно нормально работает. Тут как бы вопросов нет. Ну, опять же, они, видите, как приводят стандартный режим яркий 40-33 тысячи. Не знаю, зачем оптику, если они ANSI приводят. По звуку, звук реально прикольный. 10 ватт спикеры, да, там их 3, притом их 3 с DSP, это цифровой аудиопроцессор с басовой диафрагмой, то есть он действительно имеет какой-то бас. Ну и пошло дальше. Опять они про Keystone, про автообход препятствий. Тут как бы вообще вопросов нет. И автоматический вход в экран, кстати, это тоже классная тема. Электрический зум, но 3 на 128, ну нету там этой памяти. Я не знаю, кто получал 3 на 128, напишите. У меня я получил 2 на 32 какого-то черта, но опять же, процессор настолько слаб, что там мне вообще абсолютно не важно. 2 на 32, 1 на 8. Все равно под него ТВ-бокс брать, потому что я же приведу вам все веские аргументы, вот смотрите дальше. Теперь, смотрите, 300 дюймов максимальная проекция, по размеру не скажу, не заявляют, мне померить негде, но 6,1 метров 200 дюймов, пожалуйста, 6,1 метров фокусное расстояние, минимальная фокусная 2,05, это 80 дюймов. Это не короткофокусный, сразу говорю. Bluetooth у него есть, он работает как колоночка, и они еще говорят, что через Bluetooth output можно подключать колонку отдельно, не знаю, насколько это, я в таком варианте не использую, для меня, знаете, вывод на проектор возможен через ресивер, потому что я использую 5.1 звук, и как бы такой. И контраст у него 26 к 1, 26 тысяч к 1, это очень высокий контраст, просто как для проектора, так вообще отличный. Теперь будем сейчас с вами уже идти его тестировать, а потом делать выводы, конечно же, еще и подписывайтесь, нажимайте колокольчик, все, переходим. Итак, очень сразу говорю, интересный проектор, потому что вот эта вот та яркость, которую вы сейчас видите, это все в практически полном освещенном помещении. Сейчас я специально для вас снимаю наше помещение. Заливка светом 50%. Мы снимаем со светителями проектор. Вы посмотрите на эту яркость. Проектор можно использовать в освещенном помещении. То есть у нас 1, 2, 3 осветителя с заливкой более 50%. Это первое, с чего мы начали. То есть яркость тут просто невероятная. Теперь по проекциям. Проекции у нас есть различные моменты размещения проектора. Это все мы понимаем, все хорошо. Теперь
Светлые настройки. Что такое светлые настройки? Это у нас яркость, обычный режим, яркий, low noise и пользовательский. То есть в данном случае это самые светлые настройки, то есть вообще это просто невероятно. Теперь настройки масштабирования. Кстати, при каждом варианте масштабирования, либо при каждом варианте настройки у нас будет сбиваться всегда трапеция, всегда. Теперь у нас есть автоматическое предотвращение препятствий. Ну давайте сейчас автофокус выставится, потом трапецию. Трапецию я отключил пока. Теперь автоматический доступ к экрану. У нас сейчас трапеция пока поплыла. Но у нас есть и четырехточечная трапеция. Пожалуйста, мы сейчас, лисичка, иди смотри, сейчас четко у нас трапеция или нет? То есть буквально тут трапецоид откорректировать. Идеально, хорошо. И есть у нас четырехсторонняя трапеция, то есть можем трапецоид, видите, менять как хотим. Я, кстати, опять сбил трапецию, лисичка, иди сюда, я только что зашел, что-то я знаешь что, наверное, в трапеции, по трапеции тут, конечно, есть у нас вопросы. Сейчас что? Так хорошо? Да. Вот четко, мне надо, чтобы было четко. Так, хорошо. Вся влазит, да, в кадр? Да. Все, отлично. То есть трапеция, автоматическая трапеция работает так, сяк скажу, но мануальная, пожалуйста, работает отлично. По языкам есть русский, украинский, английский, основные языки, которые для меня. Все супер, меня это устраивает, отлично работает. Ну, украинский, само собой, постоянно скажем так, в английском языке. Есть управление входными источниками, медиа-центр и все остальное меня мало волнует. Вот, есть у нас обустройство, это Flixstone D9V, Android 12, это они пишут. 2/64 память. В принципе, вот классная формула памяти для проектора. А вот что за процессор? Давайте так, пойдем сейчас с вами в приложение. Объясню, у проектора есть Google Play Store. Это очень хорошо, потому что App Store, который есть тут проекторный, он очень-очень слаб. И можем пойти сразу же в AIDA 64 и посмотреть. Слушайте, яркость просто unreal. Просто нереально. Это у нас на High Silicon. Пожалуйста, Big Fish 2/32. Тут 32 памяти. Я вижу вот, пожалуйста, по данным, которые у нас видит AIDA, у нас здесь 2/32. Пожалуйста. Здесь нет 64, как пишут. Я вижу фактические показатели. Подключен еще терабайтный SSD-шник. Теперь центральный процессор. А вот это самое слабое место. High Silicon 3751, 4 ядра по 1 ГГц. Это надо выкинуть сразу. Я имею в виду процессор. То есть нужно использовать только на внешнее устройство. Только на внешнее устройство. Начинаем раскручивать этот дальше. Здесь Mali 450 MP. Это тоже все фигня. И сеть у нас с коннектом 180 мегабит. Стандартная начинка на нестандартный обвес. О чем я говорю? Есть, конечно же, Miracast, где можно кастить, допустим, смартфоны, но это обыкновенный Miracast с обыкновенным этим. Это не Google Cast, ничего подобного. Ну и есть Bluetooth динамик. По Bluetooth динамику мне интересно, как это будет работать. Сейчас мы подключим и сразу протестируем звук. Ага, он зашел в режим Bluetooth. Сейчас мы зайдем тоже в Bluetooth на моем смартфоне. Проектор 1DE3. Сейчас подключаемся. Подключить. Он подключается с кодеком AAC. То есть это уже такой базовый HD кодек. Говорю сразу. Он выключает экран. Это, вот знаете, он работает полностью как... сейчас будем слушать. Это не та мелодия, которую... вот это надо слушать. Громкость. Видите, громкость. Когда она включается, громкость регулировать, у нас включается экран. Я вам скажу, тут бас есть. Тут такая, знаете, бюджетненькая, неплохая Bluetooth колоночка получается. У него бас есть, слушай, даже миды есть. Двоякое ощущение. Как только он включался, я подозревала, что будет какая-то проблема, потому что он и тихий, и необъемный. А сейчас, когда ты... Вот он звучит, звучит, у него неплохой звук. Я вам скажу, у него неплохой, как у среднебюджетного нормального телевизора. Вот сразу говорю. Среднебюджетный прикольный телек. Все, вот я сразу говорю, по звуку вот плюс. По звуку плюс, процессор фигня и фигня
допустим, память. То есть нужно смотреть по обвесу. Теперь мы с вами попробуем, допустим, как здесь воспроизводит YouTube, а потом по качеству изображения. На Netflix сразу не смотрите. Netflix это утопия. Здесь Netflix нет лицензионного, это не сертифицированный, скажем так, проектор. Ну звук, слушайте, ну звук, ну просто топчик, а. Так, давайте попробуем на проекторе включить наше какое-нибудь видео и убедиться, что оно, ну, для Full HD просмотра что-то может быть. Картинка топ. Я вам сразу говорю, картинка топ на хай-силиконе. Но у нас есть решение для такого проектора получше. Видите, мы видим микрофрезы, вот, что в принципе обусловлено слабым модулем, да. И здесь сейчас 1080p 60 Гц. То есть максимально, что он нормально будет декодировать, это 720p. То есть я сейчас поставлю 720p 60 Гц, либо 1080p 30 Гц. Сейчас ждем, пока прогрузится. Connect, я вижу, у нас connection speed в YouTube 19 мегабит, что в принципе объясняется слабым обвесом. Сейчас мы рестартанем ролик. Давайте. И посмотрим. Вот 720p здесь можно смотреть. 720p. Но все в корне изменится, как только вы подключите TV-бокс. Если вы подключите к нему еще и TV-бокс, который я вам скажу с какими-то технологиями, вы поймете, о чем идет речь. Давайте проверяем сейчас качество воспроизведения, а потом, вернее, качество картинки самой и калибровки. А потом перейдем с вами на внешнее устройство. Но давайте так, справедливости ради, внутренний плеер что-то додекодирует. То есть, если посмотреть какие-то тестовые ролики по типу LG Barcelona, LG New York 4K, высокобитрейтный, он спокойно эти 4К декодирует. Это, в принципе, та 4К поддержка, про которую заявлено. Сейчас, смотрите, я запускаю LG New York 4, LG Barcelona, мы уже смотрели. То есть, смотрите, это при полностью освещенной комнате. Полностью освещенная комната и вот такое вот качество. Это охренительно. Но это вот нужно все-таки проигрывать на внешних устройствах. Так, тестируем. Знаете что? Мы сейчас с вами тестируем с выдержкой в 1 секунду. 24-кадровый режим попробуем. Но я сразу вам говорю, что 24 кадров здесь нет. Так, проф-режим. У нас фотографируем с выдержкой в 1 секунду. Видим чистую шахматку, да, у нас нет здесь 24-кадрового режима. Поехали по картиночкам. Теперь, на внутреннем плеере, лисичка, ну иди, у нас есть оверскан, я вижу отсюда. Ну подтверди, что последние 2 пикселя. Да, есть, все, то есть здесь только все. Только внешние устройства, где можно зумировать. Теперь по яркости. Яркость откалибрована, он идет с заводской калибровкой, камера, возможно, не передает, но мы видим очень-очень тонкие силуэты последних вот четверки. Не видно, да, на камеру? Лисичка стоит на камере. Ну, не видно, да, я понял. Ну, ладно. По контрасту нужна бы докалибровка, и это будем опять же делать на внешнем устройстве, потому что на внутреннем, что такое раздвижные? Что такое раздвижные? Значит, это этот, типа слайд-шоу. Но на внутреннем, это его ворочать, да елки-палки, нам не надо ворочать его. Но на внутреннем плеере это вот так вот не калибруется, скажем так. А ну давайте заново его включим, что-то я выбрал какой-то режим дурацкий. Сейчас попробуем. Мы можем единственное цветовую температуру калибровать. Вот видите, цветовая температура, мы что-то еще там можем. Стандартный, пользовательский. Вот, здесь мы можем. А насчет яркости, контрастности нет. Девочки выглядят, ну, сверх, по мне, перенасыщенные по цветам. Но цвета очень правильные, все ярко, все красиво. Здесь тоже перенасыщение по цветам, хотя по контрасту и по яркости вполне адекватно. Теперь, ambient эффект оцениваем. Это то, что мы любим. Это показатель яркости проектора. При том, что у нас освещенная комната. На основных цветах вы видите, насколько происходит заливка даже при освещенном помещении. Конечно же, мы видим лесенку на градациях, потому что это все-таки не лазерный проектор, не Full, не 4К, мы будем ее видеть. Но слушайте, ну яркость, она просто-напросто отличная. Я думаю, что она даже избыточна. Основные цвета выглядят отлично. У меня тут вопросов не возникает. Давайте мы сейчас... Черный. Воу. Ты что, выключил? Да, прикольно, да. Теперь
Ну, цвета мы можем докалибровать. По контрасту надо бы чуть-чуть докалибровать. Тоже на внешнем устройстве будем пробовать. Здесь мы калибровать не можем. Сразу говорю, здесь мы калибровать не можем. Хотя сейчас в меню еще глянем на каком-то моменте. Яркостно-контрастный анализ нам показывает, что небольшая недокалибровка есть в контрасте. В яркости, в принципе, более-менее. Основные цвета тоже отлично отображаются. И, в принципе, здесь тоже мы видим, что нам по контрасту нужно немножко дорабатывать. Так, а ну дойдем сейчас до моментов, до паттернов. Вот, видите, у нас на вот этих вот кольцах, на наружных, я думаю, что они таким образом убирали линзирование. А ну посмотри, линзирование. Если линзирования нет, то, в принципе, моя догадка будет... Да, Линзирования нет? Они уменьшили матрицу в размерах до линзирования. То есть нам нужно все использовать на ТВ-боксе. Хорошо, вот в принципе как решение, да, такое. Да, качество отображения идеальное. Чистая Full HD матрица. У нас нет пропуска. Вот смотрите, вот девушка выглядит идеально. У нее реснички все прорисованы, поры все прорисованы, цветопередача отличная, птичка шикарно на RGB нуле на фоне. И как проекционный проектор мы сейчас посмотрим на размеры шрифтов, которые я вижу. И будем переходить на наружное устройство. Вот там вот уже мы будем раскрывать потенциал этого проектора, в принципе. Будем смотреть, насколько он сможет. Слушайте, ну основные цвета все отличные. Прям он такой сочный, классный, сочные, насыщенные цвета. Так, по текстам вижу... Ой, слушайте, вообще прям отлично. Девятку вижу, даже девятку вижу. Я сижу на расстоянии 3 метров. Девятку вижу в разных шрифтах. Девятку читаю, White Courier. Да, девятку вижу. Он как проекционный отлично подходит для презентаций. С учетом его яркости и того, насколько он далеко может проецировать, то прям вообще отлично. Хорошо. Ладно, лисичка, переключаемся на ТВ-бокс. Итак, мы подключили, ребят, ТВ-бокс. Один из лучших, который сейчас есть для проекторов. Объясню почему. Потому что эти ТВ-боксы имеют технологию VS10, DV через VS10. То есть это сумасшедшая технология, которая позволяет на SDR-экранах по типу, как у проекторов, получать классное изображение. То есть видите, здесь есть SDR простой, есть DV on SDR VS10. Сумасшедшая штука, потому что качество действительно рисует круто. Теперь смотрим. Из внешнего источника он воспринимает от 720p до 1080p 60 Гц. 4К он с внешнего источника не воспринимает. Это мы уже поняли. Сразу идем на качество картинки и пробуем докалибровать проектор. Это вот для меня то, что я сейчас хотел главное увидеть. Идем в картинке Бурож. А ну, слушайте, хочется еще раз попробовать 1024 кадра. Ну, Леночка, давай свой телефон. Мы им всегда фотографировали одним и тем же. Включаем, смотрим на отработку автофреймрейта. Вот, пошел автофреймрейт. Он пишет 1024 кадра есть, 24 кадра есть, а сейчас посмотрим на реальное положение дел. Фотографируем с выдержкой 1 секунды и получаем всю ту же самую шахматку. То, что я и говорил, нету здесь никакого. Вот автофреймрейт отработал. То есть автофреймрейт отрабатывает, 24 кадра, кадрового режима нет. Но это ожидаемо. Поехали по картиночкам. Меня интересует конкретно сейчас калибровка. Вот калибровка. Сейчас яркости и контраста. Вот они. Поехали. Яркость. У нас есть возможность докалибровки проектора на внешнее устройство. Давайте расширенное изображение. Теперь смотрим. Убираем оверскан. Здесь есть, видите, на внешнее устройство оверскан. Я сейчас покажу, как это работает. Вот, мы выбираем пользовательский. Давайте сейчас яркости чуть-чуть крутанем. Есть. 4 появилась. Суперово. Переключаем на контраст и чуть-чуть прикручиваем контраст, пока не появится 251 квадратик. Есть. Идеально. Ну смотрим. Яркость, контраст. Все. Проектор докалибровали. Теперь мы работаем с насыщенностью. Насыщенность чуть-чуть прибираем. Где-то 40-очка. Ай, красота, слушай, а. Я бы еще чуть-чуть, знаешь, чего бы остроты добавил? Именно, знаешь, вот этой вот такой вот мультяшности чуть-чуть. И будет вообще картинка. Смотри, какая прелесть, а. Да. Вообще, слушай, ну прям топ. Прям топ. Ай-яй-яй-яй-яй. И прям кубики все видно, а. Так, ребят, подождите. Возвращаемся сразу на оверскан.
Нам нужно понимать, что мы можем убрать оверскан. Смотрите, на картинку с оверсканом. И проверяем такую штуку охренительную. Дело в том, что данный проектор, он действительно топовый получается. Так, выбираем, смотрите, на картинке с оверсканом выбираем настройки, фото, выбираем расширенное изображение и убираем оверскан. Все, у нас еще, смотрите, оп, и он, Лиса, смотри, как по этим стрелочки, видела? Все, оверскана нет. Есть у нас игровой режим, то есть на проекторе убирается постобработка, уменьшается задержка, можно использовать для игр. Теперь телесный тон, и можно еще и калибровать цвета отдельно по каждому из показателей: красного, синего и зеленого. Хорошо, давайте мы сейчас с вами посмотрим основные цвета в градиентах, для того, чтобы понять, что мы правильно откалибровали наш проектор. Ну давайте, оверскан мы убрали, супер. Контраст, яркость идеальный. Идеально. Девочки выглядят потрясно. Потрясающе. А ну, вообще идеально. Слушайте, просто идеально. Все градации мы все видим. А ну сейчас. И здесь все правильно. И здесь квадратики проявились. Слушайте, проектор просто топ. А ну, яркостно-контрастный анализ. Лисица, давай на позицию. Давай, 248 столбец и 8. Не, поближе к ним подойди. Видишь ты там квадраты или нет? 8 вижу. 248 вижу. Видишь, да? Да. Все, откалибровано правильно, да? Да. Хорошо. Слушайте, вообще, смотрите, это в черном контраст и яркость. Хотя вот я бы здесь чуть-чуть бы еще докалибровал бы. Смотрите, идем в режим, я бы контраста чуть-чуть. Вообще топ, слушайте, все нормально. Нормально, нормально. А вот, кстати, прикиньте, здесь нажимаю назад, а там кончик. Они меня назвали кончик. Спасибо, конечно, блин, ну ладно. В синем тоже хорошо получилось, в зеленом и красном. Вообще, ребят, по качеству изображения данный проектор, он один из самых интересных. Есть небольшой в 1 пиксель оверскан, который убирается, он не до конца, в 1 пиксель мы все равно остается у нас задел. Смотрите, даже по, сейчас покажу, как это выглядит, то есть у нас по сетке мы видим расширенное изображение. Вот если мы поставим оверскан, то у нас еще больше, здесь убираем чуть оверскан, но полностью он не убирается, я вас об этом предупреждаю. Здесь это конкретно они ушли от линзирования на 1 пиксель. В принципе, тоже такое себе допустимое решение. С внешнего устройства отлично также виден текст, то есть нет потери никакого качества, никто ничего не даунскейлит, и тут как бы все отлично. На всех шрифтах. Смотрим, веточки у нас не пропадают, ореола белого нет вокруг веточек, то есть с четкостью я не переборщил. Здесь тоже все отлично выглядит. Слушайте, можно переходить смотреть какие-то тестовые файлики. Вот интересно, как воспроизводится именно видео, какое-то очень яркое, да. Хотя они заявляют о декодировании HDR10+, то HDR10+ декодируется конкретно на внутреннем плеере. И, честно говоря, не понимаю смысла, если он все равно выпадает там в протормозы какие-то. Так, пробуем LG New York 4K. О, смотри, как воспроизводится, а. Какая красота. Картинка Unreal, я вам серьезно говорю. Вот одна из самых красивых картинок, которые я видел. Просто классная. Яркость сумасшедшая. Слушайте, давайте попробуем еще какой-то тестовый ролик. Меня интересует Sony 3 Luminous. Зачастую такой тяжелый ролик для каких-то устройств, телевизоров и проекторов, потому что может показывать какую-то такую картинку. Там очень такой красный, бордовый даже больше. А ну смотрим. Но этот TV-бокс GX1 от Rocktech, он самый лучший для проекторов. Вау. Вот это топ, слушай, а. Вау. Да, я вам серьезно говорю, это прям вот смотреть, не пересмотреть. Это прям красиво. Слушайте, я прям это хочу записать вам сейчас. Я вам сейчас показываю. Это при освещении. Смотрите, мы смотрим, вот я сейчас вам приближаю. Это полностью освещенное помещение. Смотрите. И мы смотрим, вот сейчас проектор. Вы представляете яркость данного проектора, если он выдает такую картинку при освещенном помещении? Просто Unreal. Я, честно говоря, в шоке. Слушайте, я хочу еще ютубчик чуть-чуть погонять. Вот просто интересно.
А ну, сейчас идем в ютубчик. Ну и мои ролики, которые я снимал, с учетом того, что здесь вот этот вот VS10 технология, прям вот отлично такие ролики смотреть, особенно которые там с заделом на HDR. А ну, смотрим. Давайте на какое-нибудь такое красивое место, там где солнышко, есть какие-то лучи. Суперово. Суперово и красиво. Этот ролик снимал лично я знаю, как он должен выглядеть. Здесь он выглядит предельно ярким и вот естественным, как мы его снимали. А ну сейчас еще один, мне интересно, да, там дикая река наша стандартная, скажем так, которую мы всегда используем для тестов проекторов и телевизоров и ТВ-боксов. Ну, выглядит это круто. Вот я вам серьезно говорю, выглядит просто нереально круто. Согласны? Да! Лисица орет там откуда-то. Слушайте, вообще класс. Ребят, готов пройти, прорезюмировать. Вот неожиданный для меня проектор. Все, проходим и резюмируем. Ребят, в качестве выводов скажу, классный проектор, мои рекомендации. Вот я вам сказал все его недостатки, все его недочеты. Они есть, я этого не скрываю. Но то, что этот проектор классный, я это говорю. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.